Волосы – это мертвая структура. Клетки волос ничем не питаются, в них нет кровеносных сосудов, и они не регенерируют. Именно поэтому восстановить волосы невозможно. Однако повреждения можно искусственно залатать и замаскировать. Как это сделать, я расскажу дальше. Привет, меня зовут Анна, это мой бьюти-блог, где я рассказываю о волосах с научным подкреплением. Подписывайся. Что делать, если волосы повреждены? Первое. Отрезать сколько не жалко. Хотя бы 1-2 см кончиков. Кончики – это самая старая часть волос, ведь волос растет от корня. Соответственно, она накопила на себе больше всего повреждений за все свои годы существования. В среднем волос растет 5-6 лет. Второе, что нужно делать, если волосы повреждены. Использовать пленкообразующие средства в уходе. Это обычные кондиционеры, маски, несмываемые кондиционеры, стайлинги, это косметические масла и их смеси с силиконами. То есть обычные средства для ухода за волосами. Эти средства в симбиозе помогут сгладить кутикулу волос, маскируя повреждения, придавая волосам мягкость и блеск, то есть ощущение, что волосы здоровы. Это косметические процедуры, и их магия улетучивается с очередным мытьем головы. Третье, что нужно сделать, это использовать средства с протеинами и аминокислотами в составе. Маркетологи их обычно называют филлеры для волос, протеиновые бондеры. Идеальный эффект от применения протеинового филлера – это образовывание пленок на разных слоях кутикулы, это проникание внутрь кортекса в волосы и связывание молекул воды, то есть это дополнительное увлажнение волос, придание блеска волосам, мягкости, либо придание большей плотности волосам. Эффект от применения протеиновых филлеров, бондеров и так далее зависит от самого продукта и от того, какие протеины в составе этого филлера и какие другие ингредиенты туда добавлены. Также это зависит от характеристик ваших волос. Возможно, протеины не смогут проникнуть вглубь волоса, и тогда есть вероятность того, что протеины будут налепляться друг на друга на поверхности волоса, вообще сделают их шершавыми. Что ж, тогда вам этот продукт не подходит. Все бывает. Если же продукт подошел, и вы увидели, что ваши волосы стали более упругими, более эластичными, то я вас поздравляю, это очень здорово. Однако это тоже временная процедура. Филлер может смыться с волос на следующую помывку, через 3 помывки, через 5 помывок. Больше о филлерах для волос, какие они бывают, и о том, как их использовать, читайте в этой статье на сайте iCurly Cosmos. Ссылку я оставила в описании к этому видео. Четвертое, что нужно делать, это использовать так называемые бондеры для волос. То есть те средства, которые способны достроить, скажем так, развалившиеся дисульфидные связи внутри волоса. Вот здесь осторожно. Сейчас каждый уважающий себя бренд для волос выпускает так называемые бондеры, но в большинстве случаев это те самые протеиновые бондеры, о которых я рассказывала выше. Просто названы они вот так. Мне известны 2 бондера с уникальными свойствами, и технологии этих средств запатентованы. Это маска K18 и бондер Olaplex. Как они работают и в чем их отличие? В составе Olaplex есть вещество бисаминопропилдигликоль-дималиат, которое образовывает своеобразный мост, который позволяет восстановить развалившуюся дисульфидную связь. Но так как в изначальном виде восстановить дисульфидную связь невозможно, то на ее месте возникает новая ионная связь. И вот здесь возникает ряд вопросов. Насколько прочной будет эта ионная связь? Когда она снова развалится? На следующее мытье головы или через месяц? Ответ такой, что все очень индивидуально. У кого-то на волосах это работает, у кого-то нет. И чем более поврежден волос, тем больше вероятность того, что вещество сможет проникнуть вглубь кортекса и достроить развалившуюся связь. Поэтому Olaplex рекомендуется, естественно, использовать людям с очень поврежденными волосами. Маска K18 работает совершенно иначе. Она состоит из уникального пептидного комплекса. То есть пептиды K18 встраиваются в разрушившуюся аминокислотную цепь, достраивая ее, потому что они идеально туда подходят.
Теоретически такой эффект и такая технология от маски К18 намного более действенная, чем, например, эффект от Bondera Olaplex. Если ваши волосы повреждены и вы пользовались обоими этими средствами, пожалуйста, оставьте в комментариях ваши впечатления. Я, в свою очередь, пользовалась только маской К18, и на эту тему я планирую снять маленькое короткое видео шортс для YouTube и написать отзыв на моем сайте, так что следите за обновлениями. Пятая рекомендация – это в целом снизить механические повреждения волос. То есть не расчесывать лишний раз волосы, если нет в этом необходимости. Спать на шелковой наволочке, чтобы снизить трение и чтобы кутикула не цеплялась о ткань. Правильно мыть и кондиционировать волосы. Кстати, на эту тему у меня также есть шортс. Посмотрите их. Ну а на сегодня у меня все. Живите долго. Пока!